Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня поговорим о маленьком теплом воротничке. Мой воротничок связан из пряжи Alize Superlana Maxi. 100 метрах 100 грамм. Замеры моего воротничка. Вся высота 15,5, по шее 28, по плечам 70, если не учитывать нахлесты. Лицевой стороной можете выбрать ту сторону, которая вам больше всего понравится. Основная часть воротничка провязана чередованием длинных и коротких рядов. Таких повторов у меня провязано 18. Чтобы у нас получился красивый аксессуар, нам нужно скруглить края воротничка более-менее одинаково. Начинаю вязание с 5 столбиков, постепенно увеличиваясь до 16 столбиков в длинном ряду. Дальше вяжу повторы. Примеряю свое изделие, определяю, когда можно начинать вязать скругление. Вязание этого воротничка очень простое. Убавки, прибавки, чередование длинных и коротких рядов можно применить для вязания воротничка из пряжи любой толщины. Делаем начальную петлю. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестая петля – это петля подъема. Начинаем вязание во вторую петлю от крючка. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Все наше вязание состоит из столбиков без накида за дальнюю полупетлю каждого предыдущего ряда. Вот они, дальние полупетельки. Сейчас они смотрят на нас, но когда мы переворачиваем свое вязание, они для нас становятся дальними полупетельками. Кромочные столбики мы провязываем всегда за обе петельки. В каждом ряду кромочный провязываем за обе петельки. 2 воздушных петли подъема. Всегда пропускаем петли подъема и всегда начинаем вязать над полупетлями над последним столбиком. Сейчас пропускаем 2 воздушных петли, заводим крючок за дальнюю полупетлю последнего столбика, провязываем столбик без накида. Делаем прибавку. Заводим крючок за дальнюю полупетлю столбика, который мы только что провязали, и полупетлю соседнего столбика. Выводим рабочую нить, провязываем столбик. Теперь провязываем столбик только за полупетлю, которую мы только что задействовали. И получается, что на 2 столбика мы провязали 3 столбика. И при этом у нас не получилось большой дырочки, если бы мы провязали столбик в одну полупетельку. Следующий столбик провязываем за одну полупетельку, еще один столбик. И вот у нас осталась одна петля в ряду, и мы сделаем такую же прибавку. Заводим крючок за дальнюю полупетлю и соседнюю. Выводим рабочую нить, провязываем столбик. Теперь нам нужно сделать кромочный столбик за дальнюю полупетлю. И вот она впереди, передняя полупетелька. Подобрали их обе и провязываем кромочный столбик. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков. В первом ряду было 5. Делаем 2 петли подъема. В следующем ряду сделаем точно такую же прибавочку. 2 петли подъема пропускаем. Провязываем столбик. Следующий столбик за 2 полупетли. Третий столбик за одну полупетлю. Вот мы снова сделали прибавочку. На 2 столбиках у нас провязано 3. Теперь мы делаем соединительный столбик. Делаем 1 петлю подъема. Переворачиваем свое вязание. Пропускаем 1 петлю подъема. И провязываем без каких-либо прибавок те столбики, которые у нас уже есть в ряду. Дошли до крайней полупетли. Перед перемычкой подхватили обе полупетельки, провязали кромочный столбик и 2 петли подъема. Перевернули изделие, в начале ряда делаем прибавку. 2 петли подъема пропускаем, вяжем столбик за одну полупетлю, за 2 полупетли, за одну полупетлю. Продвигаемся по ряду. Перед перемычкой последний столбик провязываем за одну полупетлю. Теперь нам нужно подхватить саму перемычку.
саму перемычку я взяла. И следующую полупетельку ряда, который мы не довязали, провожу рабочую нить через эту полупетельку, через эту перемычку. И только тогда провязываю столбик без накида. Теперь продолжаю вязать до конца ряда. В конце ряда нужно снова сделать прибавочку. Вот я провязала до конца ряда, у меня осталась одна петелька в ряду, и я делаю сначала прибавочку, а затем кромочный столбик за дальнюю и за переднюю стеночку. Вот такая конструкция у нас уже получилась. 2 воздушных петли подъема. Переворачиваем изделие, пропускаем 2 петли подъема, провязываем первый столбик. Снова делаем прибавочку за 2 полупетли и провязываем за 1 полупетлю. Следующие столбики в ряду провязываем обыкновенно за дальнюю стеночку каждой петли. В конце ряда сделаем прибавку. Предпоследнюю петельку я провязала, завожу крючок за эту же полупетельку, за полупетельку последнюю в ряду, вывела рабочую ниточку, провязала столбик, а теперь мне нужно сделать кромочный за ту стеночку, которую мы только что подобрали, и за переднюю. 2 воздушных петли подъема. Сейчас я буду вязать снова короткий ряд, но все еще с прибавкой в начале ряда. Первый столбик за 1 полупетлю, второй за 2 полупетли, третий за 1 полупетлю, и 3 столбика по 1 полупетле. Получилось 6 столбиков. 7 соединительный. Петля подъема. Пропускаем эту петлю подъема, вяжем в обратную сторону ряд без прибавок. 4. Крайний, кромочный, за обе. 2 воздушных петли подъема. У меня получилось, что в этом ряду у меня уже 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываю его также с увеличением в начале ряда. 1 столбик за 1 полупетельку, 2 столбик за 2 полупетельки, 3 столбик за 1 полупетельку. Вяжу остальные столбики до перемычки. Так, вот я дошла до перемычки, перед ней последняя петля. За дальнюю полупетлю провязываю столбик. Теперь подхватываю перемычку. Так, вот у меня больше, чем перемычка подхватилась. 1 только перемычку и полупетельку свободную первую недовязанного ряда. Провела рабочую нить через эту полупетельку, через перемычку, провязала столбик без накида. Довязываю ряд. Делаю прибавку. И за обе полупетли кромочные. 2 воздушных петли подъема. Пропускаем 2 воздушных петли и в начале этого ряда вяжем прибавку. На 2 столбиках 3. До конца ряда вяжем по 1 столбику на каждую полупетельку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В этом ряду 16 столбик провязываю кромочным. И прибавку уже не делаю. Мне 16 петель достаточно. Делаю 2 воздушных петли подъема. Вяжу короткий ряд. Пропускаем 2. Прибавок уже никаких нету в начале ряда.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков без накида и 8 соединительный. 1 воздушная петля подъема, переворачиваем и провязываем ряд в обратную сторону. Перед перемычкой подхватываем обе полупетельки, кромочный столбик, 2 воздушных петли подъема. Вяжу короткий ряд и перехожу на длинный. 2 воздушных петли пропустила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков получается в коротком ряду. Теперь подхватываю перемычку. Сейчас я поймаю. Перемычку. Раз. Прохожу в петельку недовязанного ряда, вывожу рабочую нить через перемычку, провязала столбик, довязываю до конца ряда. Здесь у нас тоже больше нету никаких прибавок. И вот я дошла до последнего, перед перемычкой, до последней петельки. Беру обе ее половинки, обе полупетли, провязала кромочные. Теперь по короткой стороне у меня всегда будет 1 петля подъема. А по стороне, которая у нас идет на плечи, у меня всегда будет 2 воздушных петли подъема. Итак, здесь 1 петля подъема. И вяжем до конца ряда без изменений. Довязываем ряд перед перемычкой кромочной за обе петли. 2 воздушных петли подъема остается на стороне, которая идет на плечи. Пропускаем 2 воздушных петли подъема, вяжем 7 столбиков, 1 соединительный и возвращаемся назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Соединительный столбик, воздушная петелька подъема, ее пропускаем. Получается, что 8 столбиков в обратную сторону. 4, 5, 6, 7. Кромочный 8. 2 петли подъема. Вот так вот выглядит ряд короткий, провязанный в обе стороны. Теперь мы провязываем этот ряд и переходим на недовязанный. Петли подъема пропускаем, провязываем 8 столбиков этого ряда, потом прихватываем перемычку и переходим довязывать следующий ряд. Последняя полупетелька этого ряда, перемычка, нижняя петелька, протянули рабочую нить через перемычку, провязали столбик. И кромочная за обе полупетельки в этом ряду 1 петля подъема. Возвращаюсь. Я спустилась по этому ряду вниз, и теперь я буду повторять одно и то же. Короткий ряд, вернулась. Длинный ряд, вернулась. Вяжем необходимое количество повторений, примеряя воротничок к себе. 7 столбиков без накида и соединительная петля. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Соединительная петелька, воздушная петля подъема. Петлю подъема пропускаем. И в обратную сторону уже 8 столбиков. Кромочную всегда за обе. 2 воздушных петельки. Теперь провязываем 8 столбиков по короткому ряду. Подхватываем перемычку, спускаемся довязывать длинный ряд. Перед перемычкой последний столбик,
Затягиваем перемычку. Проходим в петельку нижнего ряда, столбик без накида, довязываем следующий ряд. Кромочная, 1 петля подъема, провязываю до конца ряда без изменений. Кромочная, 2 воздушных петли. Длинный ряд провязала, вяжу короткий. Ну, вот так вот выглядит мое изделие в промежуточном моменте. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повторов вот у меня вот уже сделано. Если вы вязали свою косыночку из пряжи тоньше, чем Alize Maxi, вы по такому же принципу начинаете изделие растить до нужной вам длины, примеряя к себе. Принцип прибавок и провязывания коротких рядов будет таким же. Разница будет только в количестве петель и в количестве рядов. Я вяжу дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот не знаю. Может быть, это еще даже не половина. А может быть, уже и половина. Так, вот до какого момента я довязала. Я примерила это изделие и решила остановиться на этом моменте. Так, если я считаю вот эти рядочки, получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и половина 18-го. Ну, можно, конечно, считать и отсюда. Прибавить эти 3. В любом случае, у вас может получиться какое-то свое количество рядов. И мы сейчас начнем с вами скруглять вот этот вот край, в эту сторону. Я начну с этого момента. То есть у меня провязан большой рядок. Он был провязан в эту сторону. И маленький в эту сторону. И вот я вернулась. Я провязала маленький ряд в обе стороны. 2 воздушных петли подъема. И сейчас я буду делать убавку в начале ряда и в конце ряда. Для этого вхожу за дальнюю полупетлю первую и вторую. Протягиваю рабочую нить через обе полупетли, провязываю столбик без накида. Получается, что 2 полупетли я объединила в одну. Дальше вяжу без изменений, точно так же, как мы вязали до конца ряда. Эти 2 петли мы убавим немножко по-другому. Возьмем здесь столбик, не довязываем его, и кромочный столбик за обе полупетли. И провяжем вместе 2 воздушных петли подъема. Переворачиваем изделие. В начале ряда снова делаем сокращение. 1 полупетля, 2 полупетля. Провязываем столбик без накида. До конца ряда провязываем все столбики за дальнюю полупетлю. Так, вот я довязала до конца первого ряда с убавками. Вначале мы сделали убавку, и здесь можно было бы тоже сделать убавку, но я так попробовала и уже провязала несколько рядов, и получилась эта убавка слишком резкая. Я провяжу в конце этого ряда без убавок, и убавки начну делать на лицевой стороне. Провязала все полупетли до конца ряда, кромочные 2 петли подъема. С этой стороны сделаю первую убавку. 1 полупетля, 2 полупетля. Провязала столбик. Провязываю еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и соединительный столбик. Петля подъема. Возвращаюсь, как обычно, по короткому ряду. В конце ряда сделаю снова убавку. Предпоследняя петля, последняя кромочная, провязала вместе 2 петли подъема. Да, вот так вот немножко получше. Снова делаем убавку. 1 полупетля, 2 полупетля, протянула через них рабочую нить, провязала столбик. И дальше перехожу с короткого ряда на длинный.
Последний столбик короткого ряда, перемычка, свободная первая полупетля длинного ряда, провязываю столбик. Дошла до последних 2 петель, вытягиваю рабочую нить через полупетлю, через полную петлю, провязала их вместе, воздушная петля подъема. В начале ряда опять сокращение, раз, убавляю так же, как предыдущие ряды, протягиваю рабочую нить с предпоследнего и кромочную. Вот здесь можно было бы вязать еще один короткий ряд. Я так попробовала, но получается красивое окончание, но не симметричное с началом. Поэтому я сейчас буду сокращать уже до 5 петель. Раз. Раз, два, три, 4, 5. Но у меня есть еще петельки подъема. Ну вот, в принципе, и все. Угу. Вот я сделаю сейчас то же самое, только потуже немножко. Раз, два. Раз. Раз. Покрепче. Раз. Два. Все. Раз, два, три, 4, 5. Это подъем. И тут мы тоже начинали с 5. Раз, два, три, 4, 5. Нам нужно связать петлю. Ну, может быть, кто-то захочет связать завязки. Я буду вязать петлю. Раз, два, 3, 4, 5. Шестую еще провяжу. 6. Угу. И не тут-то было. Так, главное завести не за одну ниточку, а за 2 ниточки. Вот я вот так вот вхожу в центр первой петли ряда, вижу, что у меня вот тут вот 2, а может даже 3 ниточки. Вот, и вывожу ее вот сюда. Итак, вот я вывела ниточку. И теперь в обратную сторону по цепочке прохожусь соединительными столбиками. И захожу так же, как вот здесь вот прихватывала 2-3 ниточки, также захожу за крайние ниточки предыдущего ряда. Теперь нить можно обрезать, закрепить и с изнаночной стороны завести ее в предыдущий ряд. Я примерила свое изделие. Я уверена, что ниточку можно обрезать. Смотрю, как это можно получше сделать. Так, вот узелок я буду делать на внутренней ниточке. И сразу же его в столбики заведу. Видите, нет узелка. Расправлю, чтобы я не тянула в носке. И заведу еще один рядок. Ой, это не еще один рядок, это тот же рядок. Ну что ты, запуталась? Короткий хвостик ставила. Так, и у нас еще вот здесь вот был хвостик. Так, что я сделаю?
что вот сильно его затягивать не надо, чтобы он не царапался. И также его сюда вот заправим. Потому что очень аккуратно. Ну, можно здесь, конечно, тоже так делать внутри узелок. Тоже на внутренней ниточке. И еще внутри столбиков немножко пробивать, чтобы ничего жирного не видно. Итак, у меня лицевой стороной считается там, где вот эта коса идет, и там, где петелька лицом. Смотрим, что у нас получилось. Все, мне нужна пуговка. Пуговка. Обвязать можно совершенно любую пуговицу, подходящую вам по размеру. Сквозную или грибок. От толстой пряжи Макси я взяла только одну ниточку и тонкий крючок. Уверена, существуют разные способы обвязки пуговиц. Я пока выбрала самый простой. На этом все. Успехов вам в творчестве и легких петелек. Жду от вас лайк и комментарий. Ажурный магазинчик.